Сегодня гитара Jackson Custom Shop белый цвет, ольха черное дерево и сатанинские лады, создающие впечатление, что у вас сколопированный гриф.
Сегодня мы постараемся понять, чем отличается синее от синего и для чего нужна буква И. Итак, это ток. Давайте с вами поговорим подробно о блоках питания и как они помогут вам, если вы их грамотно выберете. В современном мире электротехники есть четкое правило. Ток блока питания должен быть больше или равен сумме токов элементов, направленных на достижение психологического увлажнения. Да, это и есть закон музыкальной индустрии. Давайте посмотрим на более уютную схему. Здесь представлены 3 примочки А, Б и В. Кроме того, наглядно изображен блок питания. Потребляемые токи примочек отмечены цифрами. Нетрудно догадаться при помощи калькулятора, что сумма будет равна 235 миллиампер. То есть, что произойдет, если вы, например, решите взять 100 миллиампер блок питания? Скорее всего, так и будет. Он даже не запустит ваши примочки, и у вас ничего не произойдет. То есть меньше 235 миллиампер брать не стоит, но такое странное число вы, пожалуй, нигде не найдете, поэтому берите ближайшее доступное. Это 300 миллиампер стандарт. Мировой стандарт 300 миллиампер, хороший блок, стабилизированный лучше всего, он избавит вас от дополнительных шумов и наводок. Можно, конечно, взять и вот этот вот импульсный, если у вас гитарный процессор, потому что приборам с микросхемами довольно пофигу, что их питает. А вот если у вас аналоговый звук, то тут уж лучше всего брать стабилизированный блок питания. Стабилизированный блок питания лучше всего брать, и стабилизированный блок питания перестаньте спрашивать об этом каждый день. Нужно брать стабилизированный блок питания. Надеюсь, мы друг друга поняли. Я прям слышу этот вопрос. А стабилизированный блок питания подойдет? Есть несколько железобетонных правил. Во-первых, смотрите, что написано на вашей примочке или в инструкции, которые не обязательно искать в бумажном носителе, а можно найти в интернете. Там все будет написано. Примочка требует столько-то вольт, столько-то миллиампер. Итог AC/DC, переменный постоянный, и в случае постоянного тока обязательно указана полярность. Не здесь, так там. Ток не может быть меньше указанного. Ну, он не может быть меньше указанного. Если вам для достижения блевотного наслаждения требуется 4 бутылки пива Оренбургский вепрь, то, если вы выпьете 2, наверняка вы не почувствуете той прелести, этого беспощадного плотского желания испустить на стену, на пол, на гитару, на ступеньки, на водителя маршрутки, в пакет с лекциями, куда угодно. Но примочка чувствует себя точно так же. Если для искажения звука примочка хочет всей душой 25 миллиампер, а вы ей даете грязные 3, то, конечно же, что вы хотите? Она не будет работать правильно. Скорее всего, она даже не запустится. Посмотрит, как Стас Михайлов на Тверского организатора и скажет: 100 тысяч рублей? Я не понимаю, о чем речь. И у примочки безупречное чувство меры, а не как у некоторых. Если ей дать, например, 500 миллиампер, это не значит, что она потребит сразу все 500. Это значит, что 500 у нее в загашнике остается, а свою дозу она берет постоянно и регулярно. Поэтому, дорогие мои алкоголики, вам есть чему поучиться у электронных приборов. Вот, в общем-то, и все, дорогие мои любители электричества. Запоминаем, самое главное: не врать себе, чистить зубы, много не пить, ток, напряжение и полярность.
Жизнь становится упруга и пощадна, когда у вас появляется мощный и энергичный блок питания. Спасибо за внимание, понимание, терпение и прозрение. До следующего четверга. До свидания.